Друзья, всем привет! 7 кремов, которые я хочу вам показать, очень стабильные, густые, ну и, конечно же, вкусные. Ими можно прослаивать не только многослойные торты, но и бисквитные. А это значит, что торт можно собирать без кольца, наносить не тонкий слой крема, который со временем впитается в корж, а приличный солидный слой. Из этих кремов можно формировать бортики для начинок и не бояться, что коржи выдавят крем или торт поплывет. Также можно формировать шапочки для капкейков, они будут хорошо держать рельеф и не будут растекаться. Правда, шапочки будут низкие, но для домашнего чаепития в самый раз. А из одного из этих кремов можно сформировать шапочки повыше. В дополнение, чтобы показать вам полную линейку сметанных кремов, покажу еще 3 крема, менее стабильные, но для многослойных тортов их плотность подходит в самый раз. С такой подборкой вы точно сможете разнообразить внутренний мир своих тортов. Но прошу учитывать, что стабильность всех этих кремов напрямую зависит от качества сметаны. Вот какой сметаной пользуюсь я. Но бывают исключения, как, например, получилось у меня при съемке этого видео. Крем на 20% неотвешенной сметане получился весьма достойным. Если собирать многослойный торт с таким кремом в кольце, получатся хорошие уверенные слои. Но для того, чтобы наглядно показать вам максимально возможный стабильный результат кремов, я буду использовать отвешенную сметану жирностью 25%. Начинаем готовить. Первый сметанный крем – это крем с добавлением сливок. Сметана и сливки должны быть холодными. Для начала немного разобьем миксером отвешенную сметану, буквально секунд 20. Затем добавляем в нее сахарную пудру и сливки. Взбиваем крем до пышности. Внимательно следим за консистенцией, чтобы не перевзбить сливки. По приготовлению этот крем схож с кремом чиз на сливках. Все ингредиенты объединяются, а затем взбиваются до устойчивости. В итоге получается очень приятный стабильный крем. Сливки придают нежность, мягкость сметане. Это проявляется как во вкусе, так и в текстуре. Второй сметанный крем с добавлением творога. Для начала объединяем творог и пудру. Благодаря пудре творог станет мягче и его будет легче перетереть блендером. Если творог суховат, можете добавить ложку сметаны, взяв ее из общего количества. Перетираем творог до однородного состояния. У кого нет блендера, делаем это с помощью сита. Далее объединяем сметану и творог и взбиваем крем до пышности. Обычно на это уходит 3-4 минуты. Творог можете брать любой, я имею в виду по текстуре, а вот по поводу жирности лучше брать 9%. Жирность творога, как и жирность сметаны, влияет на стабильность крема. И если творог у вас очень влажный, можете его отжать. Лишняя влага, вернее сыворотка, будет только разжижать крем. Тем временем творожно-сметанный крем готов. Одновременно польза и десерт как для детей, так и для взрослых. Третий сметанный крем с добавлением шоколада. Чтобы объединить сметану и шоколад так, чтобы крем получился однородным, без застывших крупинок шоколада, нужно сначала отвесить сметану в холодильнике, затем оставить ее согреваться на столе. На это уходит очень много времени. Я считаю, что более рационально все-таки исключать момент согревания сметаны и готовить крем сразу после отвешивания. Получается, что сметана холодная, а шоколад примерно 30 градусов. То есть мы его растопили и дали минут 5 остыть. Затем объединили ингредиенты и взбили крем до пышности. Сформировавшиеся крупинки шоколада я расцениваю как шоколадную крошку, такой некий шоколадный эффект. Если вас этот момент смущает, готовьте по всем правилам, как я объяснила ранее. То же самое можно сделать с молочным или темным шоколадом. Если не хватает сладости, после того, как вмешали шоколад, пробуем крем и добавляем сахарную пудру по вкусу. Кремы получаются стабильными, плотными, невероятно насыщенными шоколадным ароматом. Более того, шоколадный вкус преобладает над сметанным, поэтому выбирайте тот шоколад, который любите, который считаете вкусным. Четвертый – классический сметанный крем и пятый с добавлением какао. Сначала опять немного разбиваем сметану, затем добавляем пудру. Можно сразу добавить какао и взбивать все вместе, но я хочу вам напомнить, как готовится обычный классический крем. То есть мы просто добавляем сахарную пудру и взбиваем крем до пышности. Я же продолжаю дальше, добавляя просеянное какао, и поскольку крем уже взбит, мне остается только перемешать его до однородности. Крем на какао нисколько не уступает во вкусе крему на темном шоколаде. Он получается таким же ароматным, с ярко выраженным шоколадным вкусом.
Шестой сметанный крем с добавлением сливочного масла. Масло и сметана комнатной температуры. В сливочное масло всыпаем сахарную пудру. Взбиваем масло пару минут до светлого пышного состояния. Затем в 3-4 этапа добавляем сметану. Взбиваем крем до однородности. Кстати, при каждом добавлении сметаны будет казаться, что крем расслаивается, но после тщательного вмешивания ингредиенты объединятся и крем станет однородным. В отличие от предыдущих вариантов, сметану для крема я не отвешивала, но ждала, пока сметана и масло дойдут до комнатной температуры. Крем в итоге получился очень стабильный, и это не последняя его стадия. В охлажденном виде он становится еще плотнее. Крем вкусный, масло чувствуется не сильно, но все-таки в начинку я бы его не использовала, поскольку сметанный крем можно запросто приготовить из одной отвешенной сметаны. Тоже стабильный, тоже вкусный и менее жирный. Лучшее предназначение этого крема – это шапочки для капкейков. Их можно сформировать любой высоты. Плотность крема позволяет это сделать. Седьмой сметанный крем с добавлением вареного сгущенного молока. Опять немного разбиваем сметану и добавляем вареную сгущенку по вкусу, либо используем мое указанное количество. Я постепенно добавляла вареную сгущенку по 1 столовой ложке, каждый раз пробуя крем на вкус. Сметана и вареная сгущенка холодные. В отличие от предыдущих кремов, этот крем менее стабильный. В таком составе ингредиентов подходит только для многослойных тортов. Если хотите сформировать слои крема в торте потолще, тогда собирайте торт в кольце. Крем изумительный, невероятно вкусный, обязательно попробуйте приготовить. 8 и 9 сметанный крем на сгущенном молоке. Крем от подписчицы. Сметана и сгущенка должны быть холодными. Сначала разбиваем сметану, затем добавляем сгущенное молоко и начинаем взбивать крем на самой маленькой скорости в течение 3-4 минут. Раньше я заканчивала приготовление на этом этапе и получала крем, схожий с кремом на вареной сгущенке. Хороший, вкусный, вполне подходящий для многослойных тортов. Но оказывается, есть один секретик. Если дальше в крем влить тонкой струйкой или частями лимонный сок, крем будет гораздо пышнее. Не сказала бы, что крем станет супер густым, но немного стабильнее точно. Причем лимонный сок отлично сочетается со сметаной и сгущенкой. Крем получается очень интересным и бодрящим. В общем, Настя Солнечная, от души благодарю вас за рецепт. И 10-й вариант. Больше даже совет, чем вариант крема. Перед вами классический сметанный крем на неотвешенной сметане жирностью 20%. Как видно, крем получился достаточно жидким. Чтобы его стабилизировать, я беру желатин, всыпаю его в молоко, вместо молока можно взять сливки или воду и оставляю до набухания. Затем распускаю в микроволновке, добавляю в него немного сметанного крема и объединяю с общей массой. Расчет желатина будет указан в описании. Работать с кремом нужно сразу, пока крем не начал схватываться. Этот вариант подходит только для бисквитных тортов, так как бисквитные коржи мы можем дополнительно пропитать сиропом, а как вы знаете, кремы на желатине быстро схватываются и не могут до конца справиться с этой задачей. Ну и напоследок, в каждый из этих кремов можно добавить ванилин или ванильный сахар или любой ароматизатор. Количество подсластителя можно менять под себя. Добавляйте их постепенно и пробуйте крем на вкус. Также все эти кремы лучше использовать сразу, не оставлять в холодильнике на длительное время. Сметанные кремы, как и кремы на сливках, со временем оседают и теряют пышность. И последняя, самая простая и важная мысль. Чтобы крем удался на все 100, ингредиенты во всех кремах мы не просто перемешиваем до однородности, а взбиваем. Жирная сметана, как и жирные сливки, имеет пик, при котором становится пышной, воздушной и максимально стабильной. Поэтому взбивать крем нужно именно до такого состояния. Обычно 3-4 минуты. Вот и вся наука. Пробуйте, готовьте. А я благодарю всех за просмотр. Удачи вам и здоровья. Пока-пока.